Представьте себе ситуацию. Ваш близкий человек уезжает в обычную рабочую командировку. Вы прощаетесь у дверей. Он обещает вернуться через пару дней. Но проходит день, неделя, месяц. Он бесследно исчезает. Вы тратите годы на поиски, но в итоге сдаетесь. Вы проводите панихиды, оплакиваете его и смиряетесь с тем, что его больше нет в живых. Проходит 30 долгих лет. Мир меняется до неузнаваемости. Но однажды августовским днем к вашему дому подъезжает неизвестная машина. Дверь открывается, и из нее выходит он, живой. Но самое жуткое не это. На нем надета абсолютно та же самая одежда, в которой он ушел 30 лет назад, а в его кармане лежит билет на поезд, на который он так и не сел в день своего исчезновения. Сегодня мы разберем одно из самых пугающих и необъяснимых дел в истории. Дело, которое ломает законы времени и логики. Добро пожаловать в архив теней. Чтобы понять весь масштаб этой аномалии, нам нужно вернуться в 1991 год, восток Румынии. Именно здесь жил 63-летний Василь Горгас. Василь был обычным фермером. Он зарабатывал на жизнь разведением и продажей крупного рогатого скота. Профессия требовала частых разъездов, поэтому командировки были для него рутиной. Семья привыкла к его отсутствию, тем более что Василь был человеком слова. Он всегда поддерживал связь с родными и возвращался домой точно в обещанный срок. В тот роковой день в 1991 году ничего не предвещало беды. Василь собрал вещи, купил билет на поезд и отправился в очередную деловую поездку. Попрощавшись с семьей, он вышел за порог. Больше в 20 веке его никто не видел. Когда Василь не вернулся вовремя, семья сразу же забила тревогу. Полиция начала расследование, но оно зашло в тупик практически мгновенно. Не было найдено ни единой зацепки, ни свидетелей, ни следов борьбы. Мужчина словно растворился в воздухе. Дни перетекали в недели, недели в месяцы, а затем и в годы. Семья Горгас прошла через все стадии горя. В конце концов, они приняли самый логичный в такой ситуации факт. Василь, скорее всего, стал жертвой несчастного случая или преступления, и его уже нет в живых. На протяжении почти 3 десятилетий семья регулярно проводила поминальные службы, скорбя о потерянном отце и муже. Мир менялся. Появились мобильные телефоны, интернет, социальные сети. Концепция бесследного исчезновения в 21 веке стала казаться невозможной. Но 29 августа 2021 года прошлое буквально постучалось в двери семьи Горгас. К дому Горгасов подъехал легковой автомобиль. Из него медленно вышел пожилой человек. Автомобиль тут же сорвался с места и умчался на огромной скорости, прежде чем кто-либо успел рассмотреть водителя или запомнить номерной знак. Оцепеневшие родственники вышли на улицу и не поверили глазам. Перед ними стоял Василь Горгас. Ему было 93 года. Но шок семьи перерос в настоящий первобытный ужас, когда они начали присматриваться к деталям. Спустя ровно 30 лет Василь был одет в ту же самую одежду, в которую покинул дом в 1991 году. Вещи были старыми, но они не выглядели так, будто их носили 30 лет не снимая. В карманах старика не было ничего из модернизированного мира, ни телефона, ни новых вещей. Семья нашла при нем только старое удостоверение личности и тот самый билет на поезд. Билет, купленный в день его исчезновения в 1991 году. Первым делом 93-летнего Василия осмотрели врачи, и их вердикт добавил в это дело еще больше мистики. Василь находился в поразительно хорошем физическом состоянии. На его теле не было обнаружено ни следов физического насилия, ни признаков жестокого обращения или недоедания. У него выявили лишь некоторые неврологические проблемы, абсолютно типичные для человека 93 лет. Но самое странное происходило в его разуме. Василь прекрасно помнил свою жизнь до 1991 года.
Он помнил, что был рожден в 1928-м, помнил, что его родители были торговцами, помнил свою покойную жену, но он с трудом узнавал своих повзрослевших детей. Когда потрясенные родственники и полиция задали ему главный вопрос «Где ты был последние 30 лет?», Василь посмотрел на них с искренним непониманием и совершенно спокойно ответил «Дома». Он не помнил ничего с момента отъезда в 91-м до момента, когда вышел из машины у своего двора в 2021-м. 30 лет его жизни были просто стерты, словно кто-то вырезал их из кинопленки. Сын Василия в интервью местным СМИ сказал пугающую фразу: «Мы его не понимаем, мы спрашиваем его об одном, а он говорит нам о другом. Кто знает, где он был, где его держали, какую жизнь он вел». Поскольку сам Василь не мог дать ответов, а полиция не успела допросить водителя таинственной машины, за дело взялись интернет-детективы. Теории начали плодиться одна за другой. Теория первая. Вторая жизнь. Некоторые положили, что Василь просто бросил свою семью в 91-м, чтобы начать жизнь заново, возможно, с другой женщиной. А когда его здоровье в старости начало ухудшаться, его просто вернули к законным родственникам. Но эта теория разбивается об один факт – одежда. Как можно сохранить одежду и бумажный билет в идеальном состоянии на протяжении 30 лет активной жизни? Теория вторая. Тюремное заключение. Мог ли он провести 30 лет в секретной тюрьме? Если его арестовали в 91-м, его личные вещи конфисковали и поместили на склад. А при освобождении в 2021-м просто выдали обратно, поэтому одежда и билет сохранились. Но почему тогда он не был истощен и кто был за рулем той машины? Теория третья. Принудительный труд. Сын Василия полагал, что его отца могли похитить и заставить работать в изоляции. Возможно, его держали в рабстве на какой-нибудь отдаленной ферме. Но опять же, хорошее физическое состояние 93-летнего старца никак не вяжется с тяжелым рабским трудом. В нашем модернизированном дигитальном мире, где каждый шаг фиксируется смартфонами, метаданными и вышками сотовой связи, мы привыкли, что идеальных исчезновений больше нет. Никто не может быть невидимым. Но история Василия Горгаса – это пугающее напоминание из прошлого. Аномалия, которая смеется над модернизированными технологиями. Человек выпал из времени на 30 лет и вернулся обратно, принесший с собой тайну, которую, возможно, уже никто никогда не раскроет. Кто был за рулем той машины в августе 2021 года? И чья воля вернула пропавшего старца на порог его дома? По сей день местонахождение Василия в период с 1991 по 2021 остается абсолютной загадкой. А к какой теории склоняетесь вы? Мог ли человеческий мозг блокировать 30 лет травмирующих воспоминаний, или за этим кроется нечто большее? Напишите свое мнение в комментариях. Подписывайтесь на Архив Теней, чтобы не пропустить новые расследования невозможных тайн. И помните, иногда вещи, которые кажутся нормальными, скрывают самый кромешный ужас. До встречи в Дачи!